Привет! Вы на канале Cozy Gaming, и в этом гайде я покажу топовую универсальную сборку, с которой можно на изи пройти всю игру. Коротко о билде. Характеристики на 120 уровень. Жизненная сила. Софткап 27. Ученость 14 для 2 ячеек заклинаний. Стойкость 22 для 3 простых ударов мечом и переката. Физическая мощь 43 для большого щита и брони. Сила Софткап 40. Ловкость 16 для большого меча Лотрика. Интеллект 10 для заклинания волшебный щит. Вера 30 для чудо громовой клинок. И удача 7 это стартовое значение. Финальный эквип для большинства ситуаций. В правую руку берем двуручный меч рыцаря Лотрика и простой цестус. А в левую травяной щит, звенящую лозу и простой нож бандита. В слоты брони одеваем северный доспех, шлем, наручи и поножи Хавала. А на пальцы кольца. Хавала плюс 3, благосклонности плюс 3, зеленым камнем плюс 3 и эстуса. В ячейке заклинаний берем громовой клинок и глубинную защиту. Финальный эквип, когда нужен большой щит. В правую руку берем тяжелый двуручный меч рыцаря Лотрика, звенящую лозу и посох волшебника. В левую большой щит Хавала и простой цестус. Одеваем сет падшего рыцаря, в ячейке заклинаний берем волшебный щит и глубинную защиту. Теперь рассмотрим, с чего начать и что где найти. Создаем рыцаря, в дар берем кольцо жизни. Качаем 16 сил и 13 ловкости. Нашим выбором для первых локаций станет клеймор. Одев оружие, снимаем стартовый щит. Нагрузка должна быть до 70%. Отправляемся в локацию Высокая стена Лотрика, костер с таким же названием. Далее вкачиваем веру до 10. Талисман и чудо помощь священней продает бабуля в храме огня. Эстус лучше экономить для боссов. Теперь поднимем интеллект до 10. Заклинание волшебное оружие будем использовать на старте игры, а волшебный щит ближе к концу. Быстрее всего их можно купить у Йоля из Лондора. Он находится в локации поселения нежити, костер, подножье высокой стены. Посох волшебника покупаем у бабули в храме. Качаем ученость до 14. Кольцо с зеленым цветом помогает быстро регенить выносливость. Найдем его в локации поселения нежити, костер, подножье утеса. Сет падшего рыцаря имеет отличное соотношение брони и веса, а также травяной щит, который ускорит реген нашей выносливости. Они лежат в локации Путь жертв, костер, недостроенная крепость. Вкачиваем 19 физической мощи. Кольцо Эстуса увеличит здоровье, восполняемое флягой. Чтобы его получить, понадобится ключ от башни. Его продает бабулька в храме. Далее качаем силу до 19. Двуручный меч палача восстанавливает концентрацию за моба. Находится в локации Храм глубин, костер, часовня очищения.
Кольцо Хавала даст больше допустимой нагрузки. Меняется Улудлета на душу заблудшего демона. Однако ему нужна транспозиционная печь. Она падает с босса Проклятое Великое Древо в локации поселения нежити, костер Обветшалый мост. Душу выбиваем с босса Заблудший демон в локации Путь жертв. Костер Старый волк Фарона. Сам Лудлет в храме огня на одном из тронов. Пиромантию Огненная дуга Картуса продает Корникс из Великой Топи после передачи ему книги Пиромантии Картуса. Сам учитель заперт в клетке в локации поселения нежити, костер подножия утеса. Книга же после локации Путь жертв, костер Хранителей бездны. Отдаем книгу, покупаем заклинание. Дальше рекомендую вкачать стойкость до 17 и жизненную силу до 27. Теперь нужно докачать силу до 24 и ловкость до 16. Двуручный меч рыцаря Лотрика – это топовое оружие ближнего боя, четкий мувсет, имеющий все виды ударов, отличные скейлы и встроенный урон молнии. Проще всего его купить у Серокрыса после его второй вылазки или у Бабульки в храме, принеся ей его пепел, если того постигла неудача. В любом случае нужно выполнить его цепочку квестов. Первым делом сходим за ключом от камеры. Берем его в локации Высокая стена Лотрика, костер Башня в стене. Чтобы найти самого Серокрыса, возвращаемся к этому же костру. Дальше нужен квестовый предмет Кость Лоретты. Найдем ее в локации поселения нежити, костер с таким же названием. Отдаем Серокрысу предмет и обновляем локацию. Общаемся с ними и получаем жест. Опять обновляем локацию. Теперь он предложит отправиться на первую вылазку. Соглашаемся. Он вернется после нашей победы над любым боссом. Чтобы Серокрыс предложил сходить на вторую вылазку, мы должны зажечь костер Центральный Ретил в локации Иретил Холодной долины. Его, конечно, можно спасти, но я хочу получить меч побыстрее. Так что просто побеждаем любого босса, например, Понтифика Салливана, и идем забирать пепел Серокрыса. Найдем его в локации Ретил Холодной долины, костер Дальнее поместье. Теперь отдаем пепел Бабульке в храме и покупаем меч. Кольцо благосклонности увеличивает нагрузку, здоровье и выносливость. Дропает одно из двух чудовищ Салливана в секретной комнате. Найдем его в локации Ретил Холодной долины, костер Понтифик Салливан.
Далее стоило бы усилить и закалить меч. У Гальфарона лежит в локации Путь жертв костер Недостроенная крепость. А тяжелый камень дает рыцарь в храме огня по имени Хоквуд после победы над боссом деревом. Теперь не помешает простое оружие для регена концентрации. Чем легче, тем лучше. И так как эффект с двух рук стакается, то и предметов у нас будет два. Я выбрал Цестус в правую и нож бандита в левую руку. Цестус находится в локации поселения нежити Костер Подножья Утеса. А нож бандита продает серокрыс или баболька после передачи ей его пепла. Чем выше улучшение оружия, тем быстрее восстанавливается концентрация. Уголь гиганта для простой закалки лежит в локации Ретил Холодной долины, костер Анор Лондо. Простых самоцветов понадобится два. Первый выявим из кристальной ящерки. В локации Эритил Холодной долины костер Понтифик Салливан. Второй в локации подземелья Эритила, костер с таким же названием. Дальше качаем силу до 40. Теперь веру до 18. Колокольчик Звенящая лоза дает максимальную скорость каста для себя и для другой руки. Спецприем дает реген хп. Лежит в локации Храм глубин, костер Часовня очищения. Качаем веру до 25. Чудо глубинная защита поднимает нам урон, добавляет реген выносливости, добавляет немного всех поглощений, а главное длится столько же, сколько и бафы на оружии. Глубинный священный фолиант выбивается из мимика, который находится в храме глубин в одной из комнат после первой встречи с великаном. Его нужно отдать Карле для покупки чуда, но сперва придется спасти ведьму. Ключи тюремщика откроют ее камеру. Их подберем в локации подземелья Эритила, костер Оскверненная столица. Саму же камеру найдем после этого же костра, но в другую сторону. Ведьма отправится в храм огня, где мы, отдав альянс, сможем купить чудо. Теперь добиваем веру до 30.
Громовой клинок – топовый баф для нашей сборки. Свиток лежит в локации подземелья Ретила, костер, оскверненная столица. Теперь качаем выносливость до 22. Напоследок доберем 43 физической мощи. Этого хватит, чтобы носить щит Хавела вместе с броней танцовщицы, которая продается у бабульки после победы над танцовщицей Холодной Гавани. А при наличии колец Хавела плюс 3 и благосклонности плюс 3 из DLC Ranged City вместе с сетом Падшего Рыцаря. Для начала нужно открыть секретную локацию. После победы над танцовщицей Холодной Гавани, поднявшись по лестнице, повернем налево. Пройдем локацию и победим Айцеруса, Снедаевого короля. За ним у рыцаря выучим жест «Путь дракона». Дальше нужно применить этот жест на коврике возле драконида, в локации подземелья Ретила, костер, оскверненная столица. Большой щит Хавела обеспечивает непробиваемую защиту, особенно с чарами волшебный щит. Дропает Хавел в локации Пик драконов, костер, большая колокольня. Также после победы над ним сможем собрать его броню. Найдем ее в локации Путь жертв, костер, Старый волк Фарона. Может пригодиться северный доспех, который найдем в локации поселения нежити возле огненного демона. Теперь, если есть DLC Ranged City, направляемся туда. Кольцо благосклонности плюс 3 найдем в локации груда отбросов, костер, руины земляного пика. Кольцо Хавела плюс 3 подберем в локации город за стеной, костер, улицы города за стеной. Кольцо зеленосветом плюс 3 соберем в локации город за стеной, костер, общая могила. Все, готово. Теперь ты знаешь, как качать необходимые статы с первого раза, что одеть и где взять. Если нужны видео по хитростям, которые я использовал с этим билдом, пишите в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео.